Один из самых крутых роутеров в 2025 году, который я держал в руках и тестировал, это именно вот этот вот Kinetic Titan Wi-Fi 7 с индексом скорости BE. Вот, пожалуйста, смотрите, здесь написано BE 7200 77200. И это у нас модель KN1812. Конечно же, европейская версия, 10 гигабитный, очень даже неплохой роутер. Знаете, вот долго просили меня сделать на него обзор, я долго ждал, пока он засертифицируется в Украине, появится в продаже, купил, и вот, в принципе, что я получил. Вы думаете, что я что-то плохое скажу? Нет, не скажу. А знаете почему? Потому что здесь хороший трехъядерный процессор МТК на 1,8 ГГц и еще и память DDR4. Потому что этот роутер можно использовать не только для дома, его можно спокойно уже вводить в бизнес, при этом даже не самый маленький, потому что один такой роутер поддерживает, как вы думаете, сколько устройств? 512. До 512 устройств. Я, честно говоря, охренел, когда это все дело увидел, и начал тестировать, в принципе, покрытие, скорости, и тоже был удивлен, потому что, смотрите, 10 гигабит, давайте сразу по портам. У него есть 5 портов. При этом каждый из портов может быть, даже не 5, 6 портов. Каждый из портов может быть и WAN, и LAN. Есть мульти-WAN для подключения двух провайдеров. Один порт 10 гигабит, другой 2,5 гигабита и 4 порта гигабитных. И вы сейчас меня спросите, а как же реализовать 10 гигабитный, если нет, допустим, у вас там, например, 10 гигабитной сети. Ну, у нас в студии благо есть, но я вам объясню. 10 гигабитные NAS серверы, 10 гигабитные сетевые карты. Дело в том, что раздавать чего-то через 10 гигабит, это все очень даже неплохо работает. Да что говорить, вообще этот роутер, это вот, знаете про что? Если раньше для меня был Kinetic, это такое соотношение цены, покрытия и скорости, то сейчас это бескомпромиссная скорость. То есть на Wi-Fi, на обыкновенном 5 ГГц, тут больше 2 гигабит выдает, даже на Wi-Fi 6. При том, что при покрытии, при наших дистанциях, которые мы даем как нормативные, у него падение всего лишь 25-30%. То есть это означает, что тут даже не учитывая то, что он поддерживает Mesh, то есть с помощью таких роутеров, я даже не берусь оценивать, сколько он сможет покрыть. То есть вы можете спокойно вот такую вот большую трехкомнатную квартиру в дом поставить, если в центре большого дома поставить, он покроет. То есть этот роутер отличный. Нет 6 ГГц, да, сейчас многие начнут писать, но это и не нужно, это раз. Во-вторых, 6 ГГц это всего лишь одна из составляющих Wi-Fi 7. И чтобы вы понимали, есть базовый набор Wi-Fi 7, чем он отличается от Wi-Fi 6, мы дальше с вами рассмотрим. Но это Wi-Fi 7 роутер и детектится как Wi-Fi 7 роутер. И вы можете даже 2,4 ГГц сделать Wi-Fi 7 роутером. То есть вот такой, знаете, на диапазоник выпустить. Главное, чтобы он поддерживал стандарт 802.11be, включая 4К кам и другие плюшки самого Wi-Fi 7. Не обязательно иметь 6 ГГц, 320 МГц. Ну что, роутеры бывают разные. И страны бывают разные. И именно на этот случай предусмотрели. У нас в Украине, например, 6 ГГц не разрешен. Дальше что? Что, Wi-Fi 7 роутеры не выпускать? Выпускать. И они будут работать. Ну, в общем-то, смотрите. Kinetic OS. Король VPN. Тут можно сделать все, что хочешь. Есть USB. При этом у нас, смотрите, две USB-шечки. Одна 3.2. Очень быстрая. Притом я сразу предупреждаю. Подключил SSD-шник. Быстрый. И ты получил здесь, если твои сетевые карты позволяют, 300, вот я фактическую называю, они заявляются до 400 мегабайт, не мегабит, а 357 мегабайт в секунду, это то, что фактически я получал. Извините меня, это 2,880 в мегабитах, то есть почти 3 гигабита. Чего тут можно делать? Тут можно делать Samboot, CIFS, WebDAV, AFP серверы можно поднимать, SFTP. При этом можно создать медиатеку DLNA, да, здесь он поддерживает DLNA сервер, и плюс еще есть торрент-качалка Transmission. Да, Transmission у нас здесь. Есть функциональные кнопки, которые можно программировать. И вот если подчеркнуть его особую вот такую вот возможность, то, конечно же, здесь скорость работы с VPN. WireGuard там до 900 мегабит. Маршрутизация PPPoE по 10 гигабит, твою мать. IPsec 3 гигабита. Ребята, вот это сейчас, это про скорость и мощность.
Это вот сейчас про скорость и мощность. Я вот очень делал много обзоров на кинетики. Меня всегда упрекают в том, что мои обзоры технически задротские. Я начинаю читать, лезть в какие-то дебри. Я вам обещаю сегодня сделать потребительский обзор. А это значит, максимально я урежу вот этих всех непонятных понятий, и мы сделаем с вами конкретно тесты его быстродействия. Я, конечно же, проговорю о том, что там есть родительский контроль, там есть у нас, допустим, нормальное, фильтрование через DNS рекламы и тому подобное. То есть это все здесь есть, и про это мы сейчас поговорим. Я сейчас вам предлагаю посмотреть комплектность. А что в комплекте? А в комплекте вот такой вот блок питания под Европу 36 ваттный. Нифига себе, 36 ватт роутер. Патчкорд, инструкция, ну и, конечно же, сама коробочка. Мы сейчас с вами пройдем, посмотрим, что нам заявляется сам производитель, а потом уже будем его, конечно же, тестировать. А, кстати, забыл еще сказать, 4G роутеры поддерживают. Поэтому возвращаемся уже потом на выводы. Ребятки, обещаю самый незадротский обзор мой на кинетик. Лисичка ржет, короче. Самый незадротский, это значит, чтобы вот простой обыватель понимал, о чем я говорю. Потому что, когда в случае с кинетиком, это вообще тяжело доносить до людей информацию, понимать, что я говорю, с учетом его возможностей. Я думаю, что, знаете, мы, наверное, для простого обывателя, сейчас посмотрим, что нам заявляет сам производитель, сделаем тесты скорости, а потом уже для зануд мы оставим рассмотрение именно вот его технических характеристик, того, что внутри там у него есть. Давайте так, наверное, сделаем, так будет проще. Но в любом случае ссылки на него в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик и давайте поехали посмотрим. Ну, конечно же мы видим, что это Wi-Fi 7, все отлично, быстрый интернет до 10 гигабит, и у нас тут, видите, избавьтесь от мертвых зон благодаря мощному Wi-Fi, автоматическое переключение, все это красиво написано, передовая mesh-технология, и защитите себя благодаря кибербезопасности и родительскому контролю. О чем идет речь? Вот опять же простым языком. У роутеров Kinetic есть расширенные настройки безопасности, в частности, вы можете, начиная с простой фильтрации DNS, есть сервисы определенные по фильтрации интернет-трафика на рекламу, например, там AdGuard и все остальное. То есть здесь это поддерживается, это можно включить, если вы понимаете, о чем идет речь. Дальше у нас есть приоритизация трафика с помощью IntelliQoS, использование как сетевой сервер и персональное облако с USB-накопителем. Здесь они немножечко упростили, потому что использовать сетевой сервер и персональное облако с USB-накопителем это не все, что он может. Он может еще быть медиа-сервером, то есть если у вас есть TV-бокс, если у вас есть, например, там смарт-телевизор, вы можете хранить на нем свои медиатеки и, пожалуйста, он там будет в прямом понятном языке для Android TV, для смарт-телевизоров предоставлять этот контент для воспроизведения. Это очень просто. Теперь, смотрите, многие, вот здесь даже классный вот такой абзац, обалденный, многие кричат, вот смотрите, там Wi-Fi 7 обязателен 6 ГГц. Нет, Wi-Fi 7 это про стандарт 802.11be. А уже вопросы его реализации лежат на каждом из, скажем так, производителей. Есть региональные отличия по частоте 6 ГГц, 320 МГц ширины канала. И, конечно же, есть момент базового Wi-Fi 7 и полного Wi-Fi 7. Здесь мы предоставляются, ну, здесь мы видим базовый Wi-Fi 7, и здесь они пишут ключевые признаки Wi-Fi 7. Это значит, которые отличают конкретно от Wi-Fi 6, это значит, что здесь есть модуляция 4К, в Wi-Fi 6 1К в стандарте, да, там 4.096, там 1024. Технология MRU, это New Multiple Resource Unit, и алгоритм многоканальной агрегации Multi-Link Operation, MLO, когда он объединяет, скажем так, 2,4 и 5 ГГц в один, скажем так, диапазон, и ваш смартфон коннектится, ну или, допустим, ваше устройство Wi-Fi 7 коннектится на двух частотах одновременно, расширяя канал. Это в данном случае это не про увеличение скорости, потому что нет 6 ГГц. Это конкретно про увеличение ширины канала вашего роутера. То есть по факту у вас будет 160 плюс в 2,4 40, да, это будет, грубо говоря, 200 МГц канал. Это уже, я вам скажу, намного интереснее. Теперь дальше. Но это, кстати, не все. Это не все. Мы сейчас посмотрим. Там есть еще там справедливое распределение, скажем так, времени работы. То есть там приоритизация всех устройств. Это не все отличия.
Ну, само собой, все эти BSS Coloring, FDMA и тому подобные фишки, все работает тоже здесь в этом роутере. А вот теперь самое интересное. Технические характеристики. У нас процессор MT7988D 1800 МГц, тройное ядро, это ARM процессор, само собой. Забудьте про старые архитектуры, здесь все новенькое. И то, что здесь DDR4 память на 1 гигабайт, это очень важно. А знаете, что очень классно сделано? То есть безопасность, вот Kinetic, да, там, вот как они продумывают. Здесь есть флеш-память с Dual Image. Это значит, что она разделена на две памяти, и в момент обновления оно подменяет память. Только уже когда он обновился, он подменит память и включится новая прошивка. То есть это означает, если вдруг какой-то произошел крах обновления, либо отключили свет, либо что-то еще, да мало ли что бывает, ваш роутер останется в рабочем состоянии. Это классно вообще, вот это они молодцы. Индекс скорости BE 7200, у нас по антеннам 10 в общей сложности, 10 антенн, 2,4 ГГц, 4 внешние, 5 ГГц, 4 внешние, 1 встроенная, и есть антенка Zero Wave DFS. Знаете, что это такое? Об этом, кстати, никто не говорит обычно. Zero Wave DFS обычно, если бы ее не было бы, то подключать к 5 гигагерцовой сети в верхних DFS каналах было бы, ну, допустим, после перезагрузки 10-15 минут. Zero DFS изначально пингует DFS каналы, это радарные каналы, да, которые используются радарами. Если они свободны, сразу предоставляет информацию, и подключение происходит практически мгновенно. Вот это очень удобно. А здесь я просто-напросто присел немножко на пятую точку, потому что количество клиентов до 512. 512 клиентов. Теперь вдумайтесь. Это можно масштабировать. Кафе, офисы среднеразмерные. Его можно использовать в качестве точки доступа. Если разворачивать меш-сеть с помощью этого роутера, то это будет вообще просто-напросто какая-то сумасшедшая сеть. То есть чего мы хотели? 10-гигабитный роутер. И процессор действительно мощный. Здесь у нас получается один 10-гигабитный, ну вы порты уже видели, да? Дальше, ну USB 3.2 у нас даже заявлен, даже не 3.0, 3.2 и один USB 2.0. А вот теперь скорость сетей. Это максимальная теоретическая всех устройств в самом роутере. В 2.4 1376 мегабит, в 802.11be, это у нас 4T, 4R режим на 40 МГц. И тут вам важно понимать, это не значит, что одно устройство сможет работать на такой скорости в 2.4. Это значит, что тотальная скорость всех устройств 2.4 одномоментно может составлять 1376 мегабит. Теперь дальше, 5 ГГц, тут еще интереснее, 4T, 5R. У нас 5764 мегабита в секунду, 802.11be стандарте, 160 МГц. Это опять же говорит о том, что не значит, что на одно устройство 5764, нет. Это значит, что тотальная скорость всех устройств теоретическая составляет 5764, но фактическую вы сейчас увидите. Теперь маршрутизация. А вот здесь вот пошли уже задротские штуки, уж простите меня, простые обыватели. IPoE и PPPoE до 10 гигабит. Теперь L2TP, PPTP до 3 гигабит. И пропускная способность WireGuard до 900 мегабит. А чтение с USB дисков 400 мегабайт в секунду. А это я сейчас проверю. Теперь дальше. Бесшовный роуминг КРВ. Это при переходе от точки Mesh к точке Mesh вы не будете терять сигнал вообще. То есть, если вы будете разговаривать по видео, и у вас такие роутеры в Mesh, ну, либо с другими кинетиками, вы просто переходите, и вы не ощутите этого. Потому что технология работает так, то есть он когда определяет, что вы приближаетесь к граничной зоне, он начинает гнать по двум потокам трафик, и когда вы переходите, да, то один трафик этот, а у вас трафик общий, то есть там, ну, фактически три потока идет в моменте перехода, один угасающий, другой нарастающий, один переходный. Это я очень простыми словами объясняю, там все намного сложнее, все намного технологичнее, я просто очень простыми, чтобы вы понимали. Теперь MU и MIMO поддержится, Airtime Fairness. Вот это классная тема. Это общая пропускная способность сети распределяется равномерно по трафику между всеми клиентами. Клиенты с низкой способностью, устаревшие приборы или приборы на границе зоны покрытия, сильно замедляют сеть. С механикой Airtime Fairness распределение происходит по времени, что значительно улучшает скорость для БТО. Тут идет оптимизация даже обратной совместимости. Вот это тоже очень простым языком. Beamforming, формирование луча по нахождению вашего устройства. OFDMA, MLO, все это здесь есть. А знаете, что такое преамбул пунктуринг? Это классная тема. Я вам сейчас объясню. Смотрите,
Это функция, которая позволяет маршрутизатору, если возникают помехи, пропустить пораженные участки канала. То есть это, ну, грубо говоря, там у нас, если он работает 160 МГц, он использует там 4 канала, там 36, 38, 40, 44, да, там. Где-то пошли помехи, он просто-напросто один участок убрал, и у вас чуть-чуть будет ниже, но у вас будет стабильная сеть. Это все отлично, классно работает. Это тоже я таким простым языком использую, вообще рассказываю. Ну, про защиты, про W3, про VPA 3 Enterprise тут уже говорить даже нечего. Если мы пойдем в функции протоколы, конечно же, есть поддержка Multivan, есть у нас поддержка NAT, у нас есть UPnP. По VPN там вообще просто сумасшедшая тема, кроме того, что здесь IPsec, а чтобы вы понимали, здесь все VPN IPsec здесь аппаратно ускорены. Не знаю, насколько вот может быть компания Kinetic отпишется в комментариях и напишет: да, ты прав. Я по технологии процессора понимаю, что так и должно быть. Как это реализовано, я не знаю. Я этот роутер покупал, скажем так. Теперь дальше. Есть WireGuard, клиент Dynamic DNS, SkyDNS, конродительский контроль от Guard AdBlocker. Это то, о чем я говорил. Ну и по USB приложениям. Смотрите, сколько здесь USB приложений, к которым мы сейчас перейдем. Ребят, все это, ссылки на проверенных продавцов лежат в описании под видео. Давайте перейдем и начнем сразу с вами какие-то тесты. Смотрите, что я здесь вижу. Я здесь вижу у нас, вот видите, подключение Ethernet. Мы видим здесь ну, у нас есть статистика. Да, есть USB диски и принтеры, и есть у нас Mobile Broadband. Проводим тест. Я вам объясню. Дело в том, что данные роутеры поддерживают 4G связь, 4G роутеры. Если самый тяжелый тест, это подсоединение современных смартфонов с режимами USB модемов на последних процессах. Я ему скормил на текущий момент Qualcomm Snapdragon Elite. Сейчас смотрим. Опа, интернет недоступен, пинг-чек. Сейчас он проверяет пинг. И смотрим на резервное соединение. А ну-ка, ждем. Есть, подключено. То есть роутер полноценно поддерживает 4G модемы, при этом он обычно пишет, какие поддерживает, но здесь он, я так понимаю, что он универсален. Если он сожрал последнюю версию USB модема Qualcomm, да, то он будет есть практически все, то, что я видел, потому что я ему скармливал старый китайский какой-то, все, он все съел. Он все съел, по крайней мере, какую-то экзотику я, конечно, не совал бы ему, он может ее не видеть, но стандартные модемы, конечно, будут. Это для чего нужно? Это классно. Если у вас нет сетевого подключения, вы можете использовать 4G подключение. Для меня, кстати, я вам открою один небольшой секрет. Когда я был в командировке в Германии, у меня был Kinetic роутер. Я его через USB-шку туда подрубил свой старый OnePlus 9 и получал на 5G на O2 256 мегабит. У меня было 256 мегабит на роутер, он отлично с ним работал. При том, что там хорошо работала агрегация, на загрузку было 256, на выгрузку 50. Идеально для работы, да, пинг, конечно, для игр не подходит на 4G модемах, но вот отлично. А здесь у нас он служит как резервный. Если у вас какой-то важный момент, например, вы там занимаетесь трейдингом, либо еще что-то, и тут отрубается основной кабель интернета, там бам, у вас 4G есть всегда. При том, что вы здесь можете сделать мультиподключение на несколько портов и сделать, например, там основной резервный. То есть мы видим, что каждый из портов может быть назначен провайдером. То есть вот это вот 2,5, это 10 гигабитный порт. Каждый из портов может быть на это назначен. При этом вы можете создавать провайдер 2. Видите, вы можете его назначить на провайдер 2. Мы видим, что у нас первый здесь уже занят. Мы можем все что угодно. Роутер очень кастомизируемый. Теперь по скорости подключения. Проверить 10 гигабит — это та еще, вам скажу, задача. Если посмотреть список клиентов, то мы видим, что на текущий момент у нас подключено на 10 гигабит. При этом мы можем, допустим, заходить и каждого клиента путить по сети. Мы можем разрешенные для него подключения для каждого клиента. Но 10 гигабит мы проверяли каким образом? По факту мы подключали 3-4 устройства. У меня 10 гигабитный роутер, у меня 10 гигабитная сеть. Мы подключали, грубо говоря, огромное количество устройств. И суммарно на тестах мы получали какой-то результат.
Чистой проверки 10 гигабит у нас не получится, потому что у нас нет второго порта 10 гигабит для того, чтобы организовать какой-то виртуальный сервер. А второго порта 10 гигабит нет для того, чтобы даже куда-то на 100 гиговые провайдеры тестировать. Но суммарно, сумму, мы не 10 чистых, потому что там очень тяжело с этими служебными трафиками одновременно запускать порты, но суммарно 8-8,5 гигабит я спокойненько здесь вытягивал на большое количество клиентов, особенно когда мы в облаках работали, да, в Google Drive у нас там смотрели по трафику, вообще просто сумасшедшая вещь. Теперь 2,5 гигабитный порт. Мы видим сейчас подключение 2,5 гигабита. Давайте просто-напросто стартанем тест. И здесь чистые 2,5 гигабита. То есть мы тестируем, вот, пожалуйста, чистые 2,5. Для того, чтобы вы понимали, то, что здесь там 10 и 2,5, вот 10 гигабит это тотальная скорость, которую можно вытянуть из роутера на всех клиентов, не на одного клиента. Многие сейчас попутают и будут говорить, ага, 10 гигабит, но что можно делать? Для чего, допустим, 10-гигабитный порт может быть для простого обывателя, даже если у вас нет 10 гигабит интернета, либо даже 2,5. Так, 2,459 на 2,416. Конечно же, мы с вами должны проверить и гигабитный порт. Мы видим с вами подключение гигабитные порты, вопросов, конечно, не возникли, вообще никаких, там чистый гигабит. Но если у вас есть 10-гигабитный NAS, вы его подключаете, потому что каждый из портов может быть назначен LAN-портом, вы подключаете его на 10 гигабит, и все устройства в сети, например, в пределах вашего офиса, на 10-гигабитный сервер имеют доступ на полной скорости его разрешенной скорости в сети. Это вообще идеально. Это вообще идеально. У кого-то, допустим, Wi-Fi 7 на 2 гигабита тащит. Вы подключаете, он будет 2 гигабита иметь доступ к NAS. При этом много клиентов могут получить доступ к NAS-серверу без ограничения скорости фактически на все 10 гигабит. Чистый гигабит мы видим на портах. Wi-Fi 5 ГГц, конечно же. Смотрите, сначала мы тестировали WPA3 на Wi-Fi 6. Это 5 ГГц. И мы на Wi-Fi 6 получаем с вами ни много ни мало 1,9 гигабит 2,050 на загрузку, то есть 2050 с мелочью мегабит в секунду. Господи, мегабайты на 8 еще умножить надо. 2,051. На отдачу мы получили результат в 1732. Шикарный результат. Когда мы взяли смартфон с Wi-Fi 7, вот мы его стартуем тест, мы получаем те же самые, грубо говоря, 2.050, там 2.100 у нас в пиковом значении. Если кто-то не верит, что это Wi-Fi 7, да, как его идентифицируют смартфоны. Лисичка, дай мне мой, пожалуйста, Google Pixel в сумочке у меня лежит, я вам сейчас покажу, чтобы не было никаких разговоров. Смотрите, 2.027 это смартфон OnePlus 13, да, то есть имеем, что имеем. Сейчас мне дадут мой смартфончик еще один. Давайте, 2.027 на 1738. Особо разницы нет. Смотрите, теперь я вам показываю сейчас. Смотрите, мы подключили сейчас, мы видим Pixel 8 Pro, да, Wi-Fi 5 ГГц. Верхний у нас работает в мультилинке OnePlus 13, видите? Здесь есть мультилинк, MLO. То есть у нас есть 40 плюс 80, 120 МГц, вон видите, 40 плюс 80 залепился. То есть, пожалуйста, да, все это динамично, все это работает именно так, но MLO у нас тоже работает, мы его проверили. Скорость мы там не получим какую-то экстраординарную. Теперь по удалению от роутера. Мы тестировали его по удалению, мы просто поэтапно пойдем. 5 ГГц, 2,4. У меня, кстати, мой OnePlus, там хрен знает где лежит, у него, конечно, будет плавать скорость. Здесь вот видим 2,6 подключение с WPA3. Смотрите, по удалению от точки доступа от нашего кинетика мы тестировали на нашей большой студии. Это размер огромной трехкомнатной квартиры, я был удивлен. Мы включаем тест, смотрите, это я примерно в 30 метрах от роутера, и в 30 метрах я имею нифига себе где-то 1,7, 1,8 проскакивает в пиковом значении. Это шикарное покрытие. У нас вообще нормально, знаете, как считается? Считается нормально это не более падение, не более 60% на наших дистанциях. У нас здесь мы имеем падение 25-30%. Это вообще идеально.
Это вообще идеальное покрытие. То есть он может покрывать какие-то сумасшедшие площади. И это действительно очень круто. Вот мы видим с вами, пожалуйста. Если говорить про 2,4 ГГц вообще как таковой, то, пожалуйста, на Wi-Fi 6, 2,4, давайте рестартанем. У нас канальная скорость была 573 мегабита. И мы получили, обычно канальная скорость фактически где-то 50%, до 50% допускается падение. Здесь у нас 400 мегабитов. Как это Kinetic делает? Я, честно говоря, для меня это очень тяжелый момент. У них очень круто работает именно оптимизация по скорости, плюс мощный процессор, плюс DDR4 память. Все это в комплексе. Плюс Kinetic OS их 409 на 200. Ну давайте на 267. Все идеально. При том, что на смартфоне мы получили примерно такой же результат. В пиковом значении 380, там, 90, потом пошло 420 мегабит. Это на смартфоне OnePlus 13, тоже в 2,4 диапазоне на Wi-Fi 7 он себя отлично показал. При том, что сейчас мы проверим с вами, скажем так, уход от точки доступа и посмотрим, сколько он у нас... Ну, давайте, 418 на 200 фактически, да, это очень хороший показатель. То есть он тоже в 2,4 покрывает что сумасшедший. Но это еще не все. Здесь мы с вами видим, у нас есть, если в статусе в системном мониторе посмотреть, есть USB диски и принтеры. То есть у нас здесь есть CIFS и Samba клиент, у нас есть DLNA, есть Transmission. Вот чтобы вы понимали, Transmission, да, это та самая там пресловутая торрент-качалка, да, то есть мы можем открыть ее, посмотреть. Я не буду вам показывать, как она работает. Сейчас YouTube очень сильно плохо на это реагирует, но то, что она здесь есть, веб-контроль есть, плюс максимальная скорость здесь 40 мегабайт в секунду на загрузку. Объясню, для чего здесь есть ограничения. Для того, чтобы обеспечить стабильную работу самого роутера и самого процессора и исключить перегрева, делается всегда ограничение. Чтобы вы понимали, можно было бы на всю катушку а потом говорить, да что ж за роутеры это такие фигово работают. Это делают практически все производители, которые имеют встроенную поддержку именно торрент трафика. Да? Теперь дальше. По Samba серверу. У нас есть Samba сервер. И мы с вами тестируем, видите, сейчас подключен конкретно у нас вот диск. Мы открываем большой файл, берем. И мы можем подтвердить следующую скорость. На загрузку Samba сервера мы имеем 358 мегабайт в секунду, чтобы вы понимали, это 2800 с чем-то, 2800 с чем-то, фактически 2,8 гигабит. А это вам вот подтверждение порта 10 гигабит, то есть фактически это больше, чем 2,5, да, то есть он работает. То есть Samba сервер у нас работает на скорости 2,8 гигабит, так, блин, охренительная скорость. Просто охренительная скорость. А если учесть, что через 10 гигабит можно еще подрубить сюда NAS сервер, то это просто топ. Теперь медиатека DLNA. Давайте мы с вами, вот если уж там медиатека DLNA, то медиатека DLNA. У меня есть смартфон, я включаю запись экрана сейчас, смотрите. Давайте, включили запись. Давайте найдем какой-нибудь плеер. Перейдем и видим, что у нас в сети есть Kinetic, и мы можем прямо оттуда просматривать все видеофайлы, которые есть. Ну, у меня-то здесь тестовые, да, то есть я могу включить там, например, давайте LG New York 4K. Пожалуйста, 4К файл на полном качестве в HDR воспроизводится идеально. То есть у нас по факту здесь есть медиа-сервер, давайте остановим это. У нас есть медиа-сервер, который позволяет реализовать мультимедийную составляющую для ваших, скажем так, устройств. Здесь есть огромное количество этих вещей. То есть есть личное облако FTP, да, есть SFTP сервер, есть сервер WebDAV, есть у нас серверы IFP, да, можно через Apple, допустим, организовать все это. А тут еще и не все. Из серверов у нас есть VPN сервер SSTP, LTTP IPsec, IKF1 IPsec, IKF2 IPsec, кстати, это точно аппаратное ускорение, PPTP сервер, именно сервер, Open Connect сервер, UDP Proxy. У нас есть огромное количество различных моментов. Давайте вот пойдем с вами сейчас посмотрим Wi-Fi систему, да, что у нас тут, стоп, это у нас Mesh система, то есть сразу говорю, здесь реализуется работа узлов Mesh и ретрансляторов. У нас есть управление, у меня сейчас включено мультилинк.
у меня сейчас включен мультилинк, я могу вам показать, что, допустим, в 2.4 у меня есть, видите, разрешить VPS, мультилинк, 2040 фиксированный режим, и есть у нас каналы от 1 до 13, все стандартно. При этом есть огромное количество миксованных режимов работы самого диапазона, и, конечно же, у нас есть, пожалуйста, от включения и отключения различных функций по типу бимформинга, MU-MIMO, OFDMA, Airtime Fairness и тому подобного. То есть это все есть. Плюс есть 5 гигагерцовая сеть. Сейчас она у нас работает тоже в мультилинке. Конечно же, есть огромное количество миксованных режимов, включая режим BE с полным миксом AN, AC, AX, BE. Есть у нас поддержка 160 МГц и тоже включение-выключение всех этих функций, бимформинг, MU-MIMO, OFDMA и тому подобное. Конечно же, не буду вам рассказывать о том, что мы можем создавать здесь огромное количество сегментов сети, гостевые сети и тому подобное. Все этим можем кастомно управлять. Хочется показать интернет-фильтры еще. Я вам объясню. У нас есть режим фильтрации, где есть публичные резольверы, это так называемые удалители рекламы. И, например, он работает. Guard DNS, Clean Browsing, есть Cloudflare, фильтрация контента для взрослых. Здесь описан каждый из этих DNS. Вы можете установить и получить базовую интернет-фильтрацию от вредоносного контента, либо от каких-то там вирусов, маломальских фишинговых сайтов и тому подобное. Также у нас есть своя настройка DNS и пошли-поехали. Межсетевые экраны, конечно же, есть. Есть у нас переадресации портов, все стандартно. Есть у нас маршрутизация, статические маршруты и вот доменное имя. А это вот фирменная фишка Kinetic, там, где мы можем с вами с помощью фирменного доменного имени KinDNS, через KinDNS получить доступ из любой точки мира. То есть из любой точки мира вы можете заходить на свой роутер и управлять им. По сути, очень универсальная служба, которая именно для клиентов оригинальных Kinetic. Также можно управлять им через DDNS. Контроль доступа Wi-Fi. Тут, в принципе, просто-напросто есть у нас администрирование. И хочется вам показать еще кое-что. Есть Wireless, есть WISP. WISP — это Wireless Internet Service Provider. Это значит, что вы можете подключиться. Например, есть какой-то, есть моменты, когда есть провайдеры, раздают интернет через Wi-Fi публичный. Да, там есть публичные точки доступа, вы покупаете код и, грубо говоря, подключаете. Вы можете подключить роутер через WISP к Wi-Fi и получить дома фактически локальную сеть через WISP. Это классная тема, это называется воздушные провайдеры по факту, да, там очень-очень удобно. Есть управление мобильными сетями, можно здесь, видите, подключение через сотовую сеть у меня сейчас подключено, можем делать его приоритет подключения, какое у нас резервное, либо основное, работает постоянно, либо по расписанию и тип подключения, то есть это тоже все отлично работает. Также можно, кстати, TTL менять для того, чтобы, если у вас подключен не модем конкретный, а там смартфон или что-то еще, вы можете там поиграться, чтобы он, провайдер, не определял его как раздачу интернета, вот таким вот образом. В других подключениях мы можем здесь заниматься VPN-подключениями, туннелированием и тому подобное. Это уже я задротствовать, я вам обещал не задротствовать. А вот чего я позадротствую, это то, что у нас есть в параметрах системы компоненты. И тут по компонентам вообще отлично. Есть огромное количество языков, которые вы можете установить. Есть базовые компоненты, то есть сама по себе система может быть сконфигурирована таким образом, что вы будете иметь тот набор компонентов, который вам нужно. Само собой есть базовые по типу там, сетевых ускорителей и тому подобное, интерфейсов USB и Wi-Fi, которые должны быть установлены. А есть, например, там NextDNS, безопасная работа в интернете, либо SafeDNS, вы можете их установить в дополнение к тем резольверам, которые есть. Да? Есть WPA Enterprise, например, вы хотите там использовать, аутентифицировать беспроводные клиенты на серверах Radius. Да? Потом пошло клиенты PPPoE, это все вот поддержка, да, PPTP, L2TP, OpenConnect VPN сервер, да, клиент SSTP, клиент 802.1x, PPTP VPN сервер, SSTP VPN сервер, L2TP. Короче, тут есть огромное количество серверов, да, которые есть туннелирование, которое есть, да, VPN туннели, EOIP, GRE, IPIP, WireGuard VPN, клиент прокси, клиент Zero Tier. Короче, здесь есть OpenConnect VPN сервер, здесь есть все, что вам необходимо. При этом вы можете здесь поднимать сервера, включать поддержку серверов SMTP, Captive портал. Это, кстати, классная тема. Знаете, что такое Captive портал? Это вот эта вот фишка, когда там в кафе приходишь, там куда-то в кофейню, выбираешь там подключиться к Wi-Fi, там купите рогалик просроченный за 25 миллиардов долларов США, и вы такой:
подключиться к Wi-Fi сети, пошли вы в одно место со своим рогаликом. Вот примерно вот эту вот штуку здесь можно реализовать. Классная тема. Так, служба MDNS, ну и пошло уже там дальше USB накопители, операционные эти файловые системы, DLNA серверы, SFTP серверы. И немаловажно, вы сюда можете ставить пакеты OPKG. OPKG, короче, их называют по-разному, но по сути вы можете сюда инсталлировать пакеты NTWR, да, OPKG NTWR, и если вы не знаете, что это такое, не морочитесь. Если вы без этого жили, не морочитесь. Если вы знаете, что такое, само собой идем, или хотите узнать, идем гуглим, есть целый форум, где это все дело обсуждается, потому что даже в настройках вы можете, смотрите, идти в приложение. Так, это не те приложения. Вот, OPKG. И здесь уже с ними работать. Здесь есть даже ссылка на форум Kinetic, где вы можете это все обговаривать. Также вы можете делать многоуровневый доступ по пользователям и огромное количество опций. У меня нет цели сегодня делать обзор именно Kinetic OS Titan, но вот то, что они сделали, это прям вот топово. Давайте пройдем и прорезюмируем данный роутер. В качестве выводов скажу, вот один из крутых роутеров, которые сейчас можно, из самых крутых, которые можно сейчас взять на рынке, с учетом его конкретно возможностей, с учетом Kinetic OS, с учетом кастомизации, с учетом мощности, скоростей, я очень сильно рекомендую, ссылки в описании под видео. А с вами был Бабл на канале Технозон, пока.